Привет! У меня собралось несколько этюдов. Сегодня будет просмотр. На улице разная погода, поэтому пишу дома. Пыльная буря – самое ужасное, что может из этого быть. Приходится полностью окна закрывать. Меня зовут Юлия Сайфан, я художница. Сегодня небольшая стопка маленьких этюдов, совсем малютки, формат А6. Задумывалась, что по периметру вокруг работ должна быть белая идеальная рамочка, но у меня лента со слабым клеем, под нее часто затекает краска. Знаете, есть такие маленькие декоративные апельсинчики. На иврите это китайский апельсин, а на русском кумкват. Я их срываю по дороге, по несколько штучек, завариваю с ними чай. Есть сорта, из которых варят варенье, но эти почти без мякоти, они декоративные. Готовила фаршированные кабачки, заодно написала пару этюдов разных размеров. В этой стопке у меня спонтанные натюрморты и этюды в интерьере. Очень хотела заняться натюрмортом, но нервы сдали. В другой раз углублюсь в тему натюрморта, у меня есть стопка этюдов чуть больше. А сейчас спонтанные вещи. Я не ставила предметы специально. Ходила с этюдником по дому, искала сюжет. Книги с моей книжной полки. Тут ничего такого особенного, специального, просто сюжет вокруг. Готовила шоколадный пирог, там нужно расплавить шоколад. И так небо через окно отразилось в шоколадной массе, захотелось написать. Это жидкое мыло, фрагмент, понравился звонкий, зеленый. Платье на вешалке. У нас стены в квартире белые, но когда я пишу интерьер, этот белый превращается в охру и оливковый. Книжные полки, и от стола внизу светлый рефлекс. Солнце падает на стол, и свет отражается вверху. Платье. У дочери в комнате есть вешалка на стене, и на ней звездочки, ночник. Яичная скорлупа на кухонном столе. Пиджак такой забавной расцветки, с полосками, как у зебры, но синего цвета. Открыла шкаф, описать содержимое. У сына на столе такое маленькое ретро-радио и стопка тетрадей. Тот же сюжет другой день, было уже другое освещение из окна, поэтому как в первый раз. Пожалуйста, поставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь. Спасибо. Свет через жалюзи упал полосками на кровать сына. Я вижу, что невнятный сюжет, но стоило попробовать. Покажу, как это было в натуре. Даже такой маленький этюд, он обязан быть понятным. Если бы взять что-то из конкретного, узнаваемого, то эти солнечные полоски могли бы быть на месте. А так они рядом с другими абстрактными линиями не дают никакой информации о сюжете. Цветной вазелин для губ. У сына часто классные штуковины на столе, в этот раз лежал фотоаппарат. Готовила бургут с овощами, порезала перец и ахнула, какой он красивый на тарелочке. Поиграла с направлением мазка, тот же перец с ножом. И это то же самое, но больше внимания горошку на первом плане. Продолжение случайных сюжетов на кухне, банки и бутылки. Бургут уже готов, он в кастрюле, на заднем плане
бутылка с подсолнечным маслом. Вазелин стандартной емкости с синей крышкой. После прописки поработала карандашами, посадила вглубь, сделала мягко теневую часть предмета. Крышка этой же вещицы. Крючок для полотенец в ванной комнате. Там много всего можно пописать. Крем и жидкое мыло для умывания лица. Общий колорит помещения не меняется, но всегда интересно, как маленькие предметы преображают ванную комнату. Стараюсь избегать замыленности взгляда, когда в своей квартире видишь одни и те же вещи на одних и тех же местах, становится сложно увидеть сюжет. Сюжет, он в случайной композиции, и радость, она в спонтанности. Мой любимый этюд из всей сегодняшней стопки – электрическая зубная щетка в стакане. Обычно после прописки я возвращаюсь, пересматриваю по фотографии с места. В этом этюде я уже ничего не добавляла, мне показалось, что здесь есть все. Все это цвет, композиция, фактура. В моей палитре с ячейками сейчас пара акварельных красок. Бывает очень интересно писать густой акварелью сверху гуаши, как здесь на фоне акварельная охра легла сверху голубой гуаши. Она воздушная по ощущениям. Еще несколько этюдов с моего книжного шкафа. Игра с колоритом в глубине шкафа сделала синяя, на переднем плане желтое и коричневое. Контраст. Пробовала найти разную композицию даже с полкой посередине. Любимая большая книга, в ней весь мировой импрессионизм. Шоколадные шарики, их делают из печенья, сгущенки и шоколада. У меня есть еще этюды с натюрмортами и интерьером, покажу их в следующий раз. Пожалуйста, оставляйте комментарии в поддержку канала. До встречи через неделю.